Всем огромный привет! И этот солнечный влог для меня максимально необычный, потому что мы с Лешей впервые летим к океану, а именно к Индийскому океану. Я путешественник с небольшим опытом, поэтому я просто так трепещу и очень-очень счастлива. Надеюсь, получится передать все мои эмоции через видео вам, все свои ощущения. Но сейчас нам предстоит перелет из Нижнего до Москвы, лететь примерно час, может быть даже меньше. Потом из Москвы до Мале, примерно 8-9 часов. И дальше уже до острова, я не знаю, у нас будет либо лодка, либо опять лететь. А еще сегодня первый день весны, поэтому... Ноксик тут провожает. Пока я собирала чемодан, она сидела в нем. Видимо, тоже хочет с нами на отпуск, но Ноксик в другой раз. За ней, кстати говоря, будут следить мои родители, поэтому все хорошо. А она сейчас следит за солнечными зайчиками. И я думаю, это огромный плюс, когда ты летишь в теплую страну, что тебе нужно только маленькую одежду с собой взять. Взяла с собой 2 купальника, 1 книгу, и вот так вот у меня выглядит ручная кладь. Здесь все самое необходимое, поэтому я думаю, попозже, если что, сделаю вам обзор, потому что у меня действительно мало вещей, но все самое нужное. А еще хочу сказать, что мы максимально, знаете, такие спонтанные, супер импровизации у нас, потому что билеты мы купили меньше, чем 2 дня назад, и подтвердили нам их только сегодня утром, хотя вылетать нам прямо сегодня. Огромный опыт в моей жизни, и теперь я знаю, что за 2 дня бронировать это очень поздно, но тем не менее вы не представляете, как сегодня я была рада, когда мне пришло сообщение: ваш тур подтвержден. Я просто сразу вскочила, побежала к Лёше, и мы такие радостные продолжили собираться. Самый грустный момент — это прощание с любимыми домашними питомцами. Но мы едем ненадолго, поэтому, надеюсь, она просто будет отсыпаться и не скучать по нам. Еще лайфхак: прямо перед уездом мы ее затискали, загладили, чтобы прямо даже ей немножко надоесть. А еще всегда перед уездом у меня возникает чувство, что а может быть еще что-нибудь кинуть в чемодан, а может быть мне это пригодится, может быть еще платьице взять. Но в этот раз я максимально держу себя в руках и не кладу ничего лишнего. Пока что держусь. Пока-пока, Ноксик. Ты не понимаешь, что мы уезжаем. Вот все наши вещи, мой чемодан, а у Лёши вообще только сумочка. Ну и рюкзак. У нас в городе вот такой небольшой аэропорт, но он мне очень нравится, потому что он чистый, уютный и быстрый, потому что маленький. Еще здесь всегда мало очереди, но либо мы просто так попадаем удачно. В общем, регистрацию и паспортный контроль мы прошли меньше, чем за 10 минут. Тут, конечно, аэропорт гораздо больше, несколько этажей, ну и, конечно, очередь в 1 миллион раз больше, целая змейка. Обожаю вот эти штуки, ты вроде бы идешь, но гораздо быстрее. И на самом деле я чаще всего летала одна, поэтому с Лешей как-то спокойнее. Молодец! Мы летим! Теперь уже до Мале. Это у нас выход в карман или на автобус. Наш самолетик стоит прямиком до Мале. Change every single word and every mistake. Still can't let you go.
среди всех багажей самая маленькая сумочка. Ну а это уже аэропорт номер 2. Отсюда вылетает микросамолет такой водный. Сейчас мы идем ждать других пассажиров. Здесь вот такой лаунж, место ожидания. Hello. Это мы любим. Кстати, время 8:25 по Москве. Нет, мы сейчас... Лёш звонит бабушке. Кстати говоря, прошли уже почти сутки, как мы в пути. То в самолете, то ожидаем самолет. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Hello. Thank you. В ботинках зимних. Лёша первым делом, конечно же, на гамак. Мне кажется, во всех наших поездках, если есть гамак, то первым делом он его оценивает. Вон, что-то нашел. А, это телефон его. Так прикольно в песочку ходит. Главное, голову слишком вниз не опускать, чтобы вода не попадала в трубку. Мы сейчас впервые идем сноркить. Сноркить — это нырять с ластами и трубкой и смотреть на рыбок. Самая полезная покупка за прошлый год — это вот такая штука, куда можно класть телефон и с ней плавать, чтобы телефон не промок, не утонул. Ой, мои ласты уплывают. Я решила все-таки начать без ласт, потому что Леша говорит, что с ними сложно, а в принципе у нас здесь не глубоко, то есть можно стоять, мы здесь спокойно купаемся. Это очень круто, мне так понравилось. Мне кажется, это одни из моих самых ярких эмоций за последнее время, потому что вода такая чистая, видно всех рыбок, все дно. Я видела уже одну длинную, потом семейство каких-то рыбок, еще какую-то. Вот, я пошла нырять. Это наш первый закат здесь, и у меня сразу же возникло ощущение, что я в раю. Sentirmi dire che non posso farci niente, avrei trovato molte più risposte se avessi chiesto a te, ma non fa niente, no, non posso farlo ora che sei così lontano. Пока Леша купается, хочу вам показать рум-тур, самый красивый в моей жизни. Вот такой проход к нашему небольшому домику. Здесь бассейн, зелень, пальмы и терраса. А на входе специально стоит кувшин, чтобы можно было помыть ноги от песка. Только вот черпак мы куда-то дели, поэтому мою руками. Здесь такая зона отдыха, где можно попить чаек или просто полежать с видом на яркие природные краски. И вон там виднеется океан. И давайте пройдем в основную комнату.
Мне нравится, что она в таком океаническом дизайне, то есть и белая сочетается с деревом, с такими природными материалами. Ну и, конечно же, большая кровать. Если вы смотрели мои прошлые влоги из путешествий, то точно знаете, что для меня это прямо приоритет. Кровать у нас с видом на бассейн, террасу. Также есть рабочее место и небольшой бар. Чай и кофе здесь бесплатные. Единственные разные снеки, Принглс, это уже за дополнительную плату. В нашей комнате очень высокий потолок с вентилятором. Мы его постоянно включаем, потому что без него жарко. Конечно же, есть кондиционер, но вентилятор помогает разносить этот воздух, чтобы было максимально свежо. С этой стороны комнаты зеркало в пол, ящики для одежды и, опять-таки, небольшой диванчик для отдыха. Мне кажется, этого всего больше, чем достаточно для отдыха, потому что сюда ты приезжаешь наслаждаться природой, загорать, купаться, а в номере только отдыхать, спать и мыться. Кстати говоря, про мыться, давайте покажу вам ванную комнату, потому что она мне очень понравилась по фотографиям. Это просто волшебно. Если бы у меня был дом в теплой стране, то, мне кажется, я бы сделала его именно таким. Ванная, которую можно принимать под открытым небом, и тропический душ, который находится прямо под пальмой. Я люблю замечать детали, поэтому, например, вот эти камушки около ванной или плиточки, которые ведут к душевой, очень меня радуют. И когда ты здесь стоишь, моешься, то у тебя открывается вот такой вот вид. По бокам небольшие пальмы, которые, я думаю, через года вырастут в большие, и здесь будет еще более зелено. Очень удобно, когда на отдыхе у вас 2 раковины, вы можете спокойно собираться с утра, параллельно, и при этом не терять время. С этой стороны Лешина бьюти-местечко, и мое слева. Здесь очень красиво солнышко пробивается сквозь деревья, место для полотенчиков. Если пройти дальше, то у нас здесь еще один душ, но он уже такой больше классический, здесь можно выбрать тропический или просто обливаться. Давайте зайдем. Вот тут я уже повесила купальник и средства для мытья. С этой стороны у нас туалет. Кстати говоря, да, немного необычно, что туалет, можно сказать, на улице. Ну и в конце рум-тура хочу вам показать океан, тропинку к океану. Надеюсь, меня будет хорошо слышно, потому что здесь сильный ветер. Я взяла микрофон. Итак, мы вот тут спускаемся, проходим бассейн. Затем небольшую зеленую тропинку. Такие здесь деревья местные. Многие я вижу впервые, а пальмочки напоминают мне юбку, которая стоит у нас дома. И уже вот здесь открывается вид на океан. Там вот водные виллы. Мне не терпелось приступить к монтажу этого видео, собрать все кадры воедино и пересматривать по вечерам. И, кстати, в последнее время я задумываюсь, а не пройти ли мне дополнительное обучение, чтобы узнать новые фишки, спецэффекты для монтажа. Так как YouTube и другие социальные сети сейчас активно развиваются, то, например, качественно смонтированный Reels может помочь продвинуть ваш блог или магазин. А еще работа с видеоконтентом может стать дополнительным заработком на фрилансе или отдельной новой профессией. Обучиться ей рекомендую в онлайн-школе дизайна и технологий Bank Education. На курсе режиссер монтажа вы с нуля освоите все навыки сведения звука, цветокоррекции, а также моушн-графики и начнете создавать видео, которые не хочется ставить на паузу. Преподаватели и наставники – ведущие эксперты индустрии, а именно режиссеры и продюсеры из российских и мировых компаний, таких как Netflix, Амедиатека и с опытом работы с известными блогерами-миллионниками. На протяжении всего обучения они дают персональную обратную связь и ответы на те самые вопросы, которые не получится найти в интернете. По итогу вы соберете портфолио из нескольких проектов. Фэшн-ролик, музыкальный клип, трейлер, короткометражка, реклама, а также видео для YouTube и других социальных сетей. Как следствие, научитесь работать со всеми возможными форматами и заказчиками и определитесь, что вам больше по душе. Кстати, заказчики из крупных брендов приходят на защиту проектов и готовы предложить сотрудничество. Так выпускники школы уже работают в компаниях от Nike до Кинопоиска. А чтобы обучение было не только полезным, но и приятным, используйте промокод CALM, который подарит скидку 50% и 2 курса в подарок по практике фото- и видеосъемки и искусства кинематографа. Переходите по ссылке в описании или QR-коду и получайте бесплатную консультацию по профессии и обучению, и закрепите эту скидку за собой. На обед мы берем обычно суп, какие-то овощи, морепродукты. Я больше всего здесь люблю их брать, потому что, мне кажется, они здесь
самые вкусные, самые свежие. В самом начале мы думали, зачем нам бассейн, если есть океан, мы можем плавать в океане. Но на самом деле это не только удобно, но также это хорошая возможность поучиться нырять. Здесь недалеко от острова есть такая возможность понырять с черепахами или скатами, или как они называются? Манты. С мантами. Поэтому сейчас при помощи этой маски меня Лёша учит подныривать глубоко, потому что я этого делать не умею, а в океане это, конечно, сложнее все делать. 저 노을빛이 담은 하늘의 색감 이 모든 것을 내가 지면 사라질 거야 온 너의 하얀 마음 며칠을 해본 다음 사랑에 빠졌어 오늘은 내 곁에 내일은 내일에 신발은 벗어줄래 나는 13가의 코리안 맨인 Сейчас я хочу вам показать свой чемодан, что я взяла с собой, потому что он у меня очень маленький, такой можно провозить в ручной кладе. Надеюсь, меня хорошо слышно, потому что океан очень-очень громкий. Мне хотелось поехать максимально налегке, чтобы долго не думать, а что надеть. Взяла с собой самую любимую одежду, которую я точно буду носить, и по минимуму все остальное самое нужное. Также я очень хочу, чтобы моя кожа отдохнула от косметики, ну и плюс в такую жару ее просто нереально наносить, поэтому взяла ее чуть-чуть для каких-нибудь вечеров. Взяли 2 кепки, мне и Лёше. Также 2 платка, потому что с ними иногда просто удобнее. Либо когда ты лежишь, загораешь и хочешь, чтобы лицо тоже у тебя равномерно было открыто, то платок удобнее, чем кепка. Здесь у меня средство для умывания лица и гидрофильное масло для душа от L'Occitane, потому что когда ты наносишь SPF крем, то его нужно хорошенько смывать, и обычным гелем для душа это бывает сложно сделать. Я взяла с собой только 2 купальника, белый и коричневый, такие классические на каждый день. На самом деле я бы взяла и 1 купальник, но подумала, что а вдруг что случится, порвется, потеряется, лучше хотя бы 2. Расческа вот с такими крупными зубьями, чтобы можно было удобно расчесывать влажные волосы. Вот такая коробочка от мыла. Я сюда сложила различные украшения. Косметичка. Она у меня полупустая. Здесь просто крем для лица, масло для волос, резинки, заколки. Кстати говоря, тот самый крабик, дефис, цветочек. У меня такой же белый, но на белом уже отвалился 1 лепесточек. Гидрофильное масло для умывания. Также зарядники. Аптечка. Самая главная вещь в багаже, кроме SPF. Но если SPF можно купить везде, в любом отеле, то аптечку, конечно, нужно собирать, основываясь на свои заболевания или еще что-то. То есть это прямо как паспорт. Взяла с собой крем для тела, который покупала прошлым летом, и он у меня ассоциируется как раз-таки с летом. Это Зеленский розен с ароматом персиков. Обожаю этот аромат. У меня еще есть духи с этим запахом. Книжка. Я решила не брать с собой много книг, потому что, судя по всем отпускам, поездкам, я никогда в поездке не успеваю читать. Но в этот раз, так как у нас отдых не активный, а такой больше полежать, позагорать, много свободного времени, я подумала, может все-таки пригодится, поэтому взяла одну. Это Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить». И она как раз-таки по тематике подходит, там тоже Индийский океан. Вторая половина чемодана – это одежда и обувь. Ну, во-первых, то, что на мне, это базовый белый топ, белые шорты. Взяла с собой сменные белые шорты, и они такие более удобные, более повседневные и потоньше. Взяла вот такой костюм, здесь шортики прямо покороче, чтобы ноги полностью загорали, и топик. Для прохладных вечеров, что с меньшей вероятностью здесь будет, я взяла кардиган. Либо когда мы гуляем вечером, все-таки около океана ветер сильный, и когда нет солнышка, в принципе, в этом ходить комфортно. Я его обычно застегиваю только на верхние 3 пуговички, чтобы это был как бы такой укороченный топ, чтобы было открыт живот и длинные рукава. Нравится такая модель, и покупала я недавно в Reebok. Взяла один топ немного поинтереснее, он вот такой асимметричный. Бежевый базовый топ, я в нем летела. Кстати говоря, мой чемодан вчера вовремя не доехал, поэтому я ходила в Лешиной одежде, купалась в Лешиной футболке, и поэтому вот только сегодня все это разбираю. Взяла легкую рубашку, чтобы сильно не обгорать на солнце, либо опять-таки для более прохладных вечеров. Ее я покупала где-то 3 года назад в H&M. Обожаю ее,
беру во все путешествия, в теплые местечки. Ну а эта вещь, это сувенир из путешествия, из моего любимого Парижа. Вот такое белое платье. Конечно же, оно немного мятое, но я думаю, что в этом видео еще успею вам в нем показаться, потому что обожаю его всей душой. У него такая интересная и красивая спина. Поэтому это такое платье, что-то между базовым и что-то между нарядным, поэтому можно носить хоть каждый день. Далее, насколько я понимаю, эту вещь я, скорее всего, носить не буду, потому что это оверсайз футболка, но она достаточно плотная, достаточно теплая. Но я подумала, что очень в тему, что здесь сзади птички, которые очень хорошо гармонируют с природой, поэтому пока что не знаю, буду носить или нет. Взяла с собой теннисные юбка-шорты. Подумала, что они подойдут не только для игры в теннис, но и просто ходить на каждый день, опять-таки, чтобы ноги были открыты и загорали. Плюс белый цвет сочетается со всем моим гардеробом. Здесь же у меня лежат очки, одни бежевые и вторые черные. Из обуви я взяла с собой белые шлепанцы, такие самые обычные, стандартные. И вторая обувь — это кеды. На самом деле они здесь совершенно не нужны, потому что очень тепло и в кроссовках будет жарковато. Но они мне нужны именно для занятия спортом, либо просто, не знаю, вдруг появится настроение или будет холодно. Единственная одежда, которую я покупала конкретно для отдыха здесь, это вот такой вот комплект из длинной юбки, где вот так вот можно ножкой и топик на завязках. Это все, что есть в моем чемодане, ну плюс я к Лёше положила свой ноутбук, микрофон, штатив и вот такие вот мелочи технические. Ну и еще я с собой взяла пляжную сумку, пока что не знаю, насколько она нужна, потому что здесь все очень близко. Даже если ты что-то забыл, ты можешь спокойно вернуться. Вот, кстати говоря, Лёша возвращается, он сноркел, пока я снимала. Сноркелил. Что, сноркелил, да? Лёша снорклил, пока я снимала. Вот, поэтому Лёша за мной пришел, мы пошли купаться в бассейн. Кстати говоря, Лёша ходил на другой риф, где такие подводные качели. Там больше рыбы, чем у нас вот тут? Больше. Сейчас пойдем в бассейн загорать, потому что как раз начались безопасные часы для загорания. И потом, представляете, у меня будет здесь йога. Я вообще не ожидала, что здесь проходят групповые занятия йогой. Что такое релакс? Мне кажется, Лёша — это прямо отличный пример наслаждения жизнью. Он всегда ловит моменты. Мне кажется, даже еще больше, чем я. У этого бассейна такая фишка, что он выглядит будто бы бесконечным и уходит в океан. Вот там вот Лёша, вот там лодочки уже в океане. Тудун, 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 тудун. Акула подплывает. Я убегаю. Итак, я выбегаю на йогу. Взяла с собой коврик, блогерский штатив, потому что будет как раз закат, может быть, что-то поснимаю. И у меня осталось 3 минутки. Мини-тренировка перед йогой. А вот и Лёша. Мне кажется, я его чаще всего встречаю на улицах без повода. Весь в белом, у кого учился. У меня совсем вылетело из головы, что у нас сегодня еще и теннис. Мы записались на 7 часов. Вот здесь вот, кстати, прямо в зарослях находится теннисный корт. Здесь находятся водные виллы. Конечно, в темноте не очень хорошо видно, но мы пришли на пирс, и здесь вот так ярко горит свет специально, чтобы рыбки переплывали. Кстати говоря, вот одна плывет. И мы только что здесь видели акулу. Она маленькая, безопасная, но она такая красивая, коричневая была. Нам удалось запечатлеть манта. И вот еще один приплыл. Обалдеть, как близко.
Мы заказали омлеты, которые готовят прямо при нас. Thank you. Have a good day. Скрэмбл, да, он сразу же делаем в соседней тарелке. В местном магазинчике я купила себе крабик для волос вот с таким цветком. Я думаю, что этот аксессуар будет у меня теперь ассоциироваться с отдыхом, пляжем. Думаю, буду носить его летом. Так. Ну а я сейчас приму тропический душ, намажусь SPF средствами и пойду немного полежу у океана, покупаюсь. Кстати говоря, я вот думала, брать ли с собой фен, который аккуратно укладывает волосы, может быть, какие-то локоны делает. Но в итоге у меня здесь волосы 24/7, либо вот такие влажные, либо пушистые от влажного климата. Поэтому укладывать их как-то бесполезно. Я всегда хожу вот с такими распущенными, какие есть, либо сделаю крабиком или резинкой, например, для спорта. Leave the light on in the sky. Set me on fire like the light wire that you are. And don't be a shooting star. And come and go as you please. And as you believe is fine. There's just a little bit of something here, a little bit of something, my dear. So I'll be as clear as I. Взяла с собой книжку, полежу буквально полчаса, потом у нас обед, а потом у меня английский. И дело в том, что он обычно у меня проходит в 12 часов дня, и я здесь такая думаю, так, у меня в 12 часов дня английский во время обеда. И только потом я вспомнила, что у нас 2 часа разница, поэтому здесь у меня английский на 2 часа позже. Огромный плюс острова — это то, что ты везде и всегда можешь ходить босиком, тебе не будет холодно. Песок очень мягкий, нежный, редко что попадается какая-нибудь там веточка или листики. Плюс, мне кажется, это даже полезно, потому что затрагиваются нервные окончания, многие же специально встают на иголки. А еще я думала, что мы на жаре не очень будем хотеть есть, а в итоге с удовольствием идем и на завтрак, и на обед, и на ужин. Решила пойти обратно уже другой дорогой. На самом деле посидела бы там подольше с Лешей, но у меня уже через 5 минут начинается английский. Наш номер 216. Если вдруг когда-то кто-то здесь будет, я вам передаю привет. Вот здесь была моя рука. Ну а здесь была моя попа. Споласкиваю ножки от песочка и бегу на английский. Приготовила себе место для урока, водичка, ноутбук и вот такой шикарный вид. До сих пор не могу к нему привыкнуть. Сейчас собираемся на ужин. Я даже немного приоделась. И сейчас на берегу, на закате, планируется какая-то чайная вечеринка. И последняя деталь моего образа — это опять-таки цветочный крабик, но уже в тон сегодняшнему образу. Принарядиться я принарядилась, но одно остается неизменным. Я иду босиком. Вот такая дорожка на мероприятие. Вот так это выглядит. Good evening. It's 126 islands where people live on, and
more than 1,000 islands total. Yeah. Cool. So is this Cheers! cheers? Thank you. Enjoy. Thank you too. Have a good day. Thank you. Question every method I have. So I'm looking back to how we got things started when I gave you my heart. Yeah. Oh, I still know the way. Oh, this train is running late. I seem a little far away, but I'll get there someday. Все фотографируются на такой красоте. Решила сфоткать Лёшу. Как фоткается Лёша. Один кадр и все. Вечеринка плавно завершилась, и мы идем на ужин. Я буду пересматривать это видео и плакать, какая у меня сейчас дорога домой. Мы сейчас снова идем снорклить, нырять и смотреть рыбок. В прошлый раз мы это делали днем и сильно сгорели, так что теперь мы на опыте и делаем это только в вечернее время, где-то после 4, когда солнце уже менее активное и УФ-индекс снижен. Потому что я смотрела в приложении погода, где-то в 12 часов дня УФ-индекс здесь 13. И никогда такого индекса не видела, то есть это прямо критически высокий. Лёша купается обычно в ластах, поэтому он идет задом, чтобы его не сносило волнами. Я немного перепутала, он так идет, потому что так просто удобнее. Лёша уже поплыл. Я обычно плаваю босиком, потому что мне в ластах неудобно. Сейчас надену маску, засуну телефон в чехол и тоже уже поплыву. I don't wanna come on too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long, but what's on your mind tonight? I love it when we can laugh together. That kind of thing, it just makes me feel better. I'm gonna give this just one try. Oh, what if I told you you took my breath away? What if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say? What if I told you you took my breath? Мне так понравилось нырять с рыбками, что мне теперь кажется, что почему я раньше этого не пробовала. И теперь уверена, что при любой возможности, если это будет где-то рядом со мной, то я обязательно буду нырять, потому что ты смотришь на подводный мир, и ты видишь то, что в обычной среде ты не можешь увидеть. Это будто бы скрыто от людских глаз, и у тебя выпадает возможность заглянуть в этот скрытый мир и немножечко его для себя приоткрыть. В итоге я наступила на коралловый риф и немного порезала ногу, прям чуть-чуть. И в целом я поняла, что нырять все-таки лучше либо в специальных тапочках, либо в ластах. Потому что как раз-таки там, где много рыб, там везде рифы, кораллы, и все это достаточно острое. Мне кажется, у меня сейчас тот период жизни, когда я набираюсь много уроков, опыта, и в будущем, надеюсь, буду совершать меньше ошибок. Сегодня вечером моей любимой еды — это разнообразная паста, итальянская кухня. Thank you so much. Have a good evening. А вот здесь, прямо при нас, жарится мясо. Мы также здесь недавно брали рыбу. Очень вкусная, свежая. Сегодня мы взяли говядину, как мне рекомендует врач. Я не знаю, видно ли здесь что-то, но мы сидим около океана. Шум волн. Все вокруг разговаривают. Ну и у нас горячее, вкусное, надеюсь, блюдо. Да, вкусно.
Сегодня у нас уже 4-й или 5-й день здесь, и я решила, пора уменьшать порции, потому что здесь шведский стол, и нам хочется пробовать все. В итоге мы едим, мне кажется, так много. У меня на завтрак скрэмбл, немного риса, овощей, 1 оладушек и чай. И еще вот такая вот, Леша, это смузи, да, какое здесь? Кокосовый смузи. За завтраком мы всегда сидим вот здесь в тенечке под вентиляторами, потому что там очень-очень жарко. Все-таки я поняла, что взяла с собой мало одежды. Я поняла, что забыла с собой одно летящее платье, которое такое льняное, тонкое. Его надеваешь, и все, ты как такое облачко, тебе не жарко. Плюс вот этих разных топов тоже можно было взять побольше, потому что от жары очень сильно потеешь, и их нужно менять либо там каждый день, может быть, даже 2 раза в день, либо стирать. Так как у меня нет выбора, я просто стираю вот здесь вот как раз в ванной. И мне уже кажется, что время летит так быстро, поэтому я стараюсь ценить каждую секундочку, каждую минуточку, рассматривать все вокруг. И я теперь до конца отпуска хожу в тапочках. Еще смотрите, как и с белой одеждой ноги кажутся вообще загорелыми. Хотя мне кажется, они у меня не настолько загорелые. Это все белая одежда. А Леша наоборот, вначале всегда в тапочках ходил, а теперь босиком. Заставка у Леши на телефоне. Мы сейчас идем кататься на сапах. Аутфиты, когда ты на острове. Пляжные шорты. И все. Смотрите, как Леша, скорее уже не обгорел, а загорел. Красота, красота. Скоро лето везде. Итак, вот мой сап. Леша уже там пытается сесть. До этого мы плавали только в стоячей воде, это как раз-таки на Горьковском море. Здесь такие волны, и встать немного сложнее. Интересно, как сейчас получится. Отрабатываем все съеденные пирожные. Мне кажется, с меня вышел все пирожные. Ох, увидел. Сидим под пальмами и шумом моря. Буду скучать. Ты какие фрукты берешь? Как мило. Обложи, пожалуйста, дыню. Что? Дыню. Дыню? Бай-бай. Бай-бай. Итак, наше многообразие десертов. Здесь где-то 8 видов, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ровно 8. К нам только что приходила наш гид и принесла вот такое приглашение. Так как завтра 8 марта, мне предложили завтра бесплатно пойти на утреннюю йогу. Но дело в том, что она в 6 утра, уже нужно быть на точке. Сомнительно, окей. Представляете, это 2 акулы. Смотрите, вот первая и вот вторая. Мы сначала подумали, это камни лежат, но потом они начали двигаться. Обалдеть. Такая большая. Они легли спать. Видите, слева большая, акула няня называется,
а справа маленький акуленок. Она его еще так укрыла своим ластом. Вот, они не двигаются уже несколько минут, мы так понимаем, они легли спать. Сейчас почти 6 утра по Мальдивам и 4 утра по Москве. Я все-таки решила пойти на утреннюю йогу. Она будет проходить на песчаной косе, то есть нужно плыть недалеко от нашего острова на совершенно необитаемый песчаный участок. Я подумала, когда еще будет такая возможность, и надо встать пораньше. На улице темнота, скоро уже вот тут будет рассвет. Вот сюда мы сейчас поплывем. Caught in the mornings, held in the silence. You with your coffee, bathed in light. I'm immersed, so there's no use making reasons to refuse any part of you, part of you. And it takes it out of me that I have to watch as we break imperfectly. You're my blind spot at every turn, and the further that we're spinning, it only gets worse. We're at a loss, but it's okay. Мне очень понравилась йога, конечно, тяжело было рано вставать, но это того стоило. But I wouldn't have it any other way. Any other way. Watching your taillights fading. Сейчас иду будить Лёшу, и мы выдвигаемся на праздничный 8-мартовский завтрак. Цветочки вам. Это все вам. И в целом хочу пожелать, чтобы вы были самыми-самыми счастливыми, милыми, сильными. Мы совсем справимся. И самое главное, все будет хорошо. Ну и самое главное, вкусно кушайте и высыпайтесь. Алёша, оказывается, уже встал. Уже тут все раскрыл. У нас солнышко. Ой, какая красота! У нас домик выходит на сторону рассвета. Я уже приняла душ, и сегодня я решила быть немного наряднее, чем обычно. Надела впервые за отпуск сережки. Ну и вот такой топик, который я обычно надеваю по вечерам. Подумала, почему бы не надеть его с самого утра? Мы впервые приходим в такое время, что практически никого нет. Наверное, только те, кто были на йоге. Thank you so much. А в конце мы еще фоткались. Мы типа прыгали, всю йогу был фотограф. Я сейчас планирую позагорать, так как у нас отпуск все-таки скоро закончится. Хочется привезти с собой главный сувенир – это загар. Мы сейчас пришли с обеда, я открываю окно и та-дам! Представляете, пока нас не было, мне в честь 8 марта нарисовали вот такой цветочек и подпись сердечком сделали. Так мило, я прям не ожидала, я открыла, и у меня такая сразу же улыбка на лице. Я сегодня поменьше снимаю видео, так сказать, праздную и нахожусь максимально в моменте. Но сейчас мы идем смотреть дельфинов, поплывем на лодочке прямо вглубь океана, то есть 50 на 50, увидим мы их или нет, потому что они не всегда приплывают, но я надеюсь, что мы их увидим. Both of side. We have a small marine toilet over here and for refreshment.
целое приключение найти дельфинов. А еще большее приключение их снять. О, как красиво! Вот почему на закате-то. На закате их лучше видно под водой. Да. Я всегда удивляюсь. Обалдеть, как их много. Прыгни, прыгни ко мне. Вау. Давай, давай, давай. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Oh, you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's kind of fun. Watching me come undone. No more games. Can't we just say its name instead of running away and jumping the gun to play it safe? Let's spend the weekend here in this bed. We can sleep in. Мы увидели так много дельфинов. Я еще руку им протягивала и говорила «Give me five, give me five». Прямо очень много эмоций. Я даже не ожидала, что мне так понравится. Увидеть дельфинов в природной среде, диких дельфинов, но они прямо за нами плавали вдоль лодочки, игрались с нами и вот так вот подпрыгивали. Мы сейчас пришли в японский ресторан, и здесь перед нами будут готовить еду. Я люблю японскую кухню, поэтому Лёша нам сегодня забронировал тут местечко. Ноксик с нами. Just flip it. There we go. Smart, big. See, I can read this. So I love you, all of you. Ой, ну красота. Я очень люблю красную рыбу, и еще тут 2 огромные креветки с овощами. Russell? Doug! I was hiding under your porch because I love you. Сегодня последний день на Мальдивах, и этот день был каким-то особенно спокойным среди всех вот этих дней, что мы здесь были. Я пыталась раствориться в происходящем, потому что даже когда мы в отпуске, бывает, случается так, что мы хотим все успеть, мы думаем, что какая это классная возможность, и нужно обязательно выполнить по максимуму свой план. Но мне нравится ловить себя в этот момент и успокаивать, говорить, что все классно, самое главное — расслабься и просто наслаждайся, будь в моменте. Все, что нужно, ты успеешь сделать, и покупаешься, и позагораешь. Я сегодня очень много плавала и собирала ракушки. Мне так понравилось это делать. Это дело даже сравнится со снорклингом, потому что здесь такой же есть интерес найти красивую ракушку, быстрее за нее ухватиться, пока тебя волна не унесла куда-то далеко, либо эту ракушку. А еще ракушки нужно собирать аккуратно, потому что в некоторые залазят маленькие крабики. Нужно брать каждую и проверять, сидит ли там внутри крабик. В которых сидит крабик, я ставлю аккуратненько на место. И еще эти смешные крабики обычно бегают по берегу, а когда ты к ним подходишь, они так тебя замечают и останавливаются, быстренько прячутся в свою ракушку, и выглядит это так, как будто просто лежит ракушка. Если говорить про свои впечатления в целом, то мне очень понравилось. Я даже не знаю, как это описать. Во-первых, я впервые на океане. Во-вторых, это наш с Лешей первый в жизни такой полноценный отпуск, когда мы прилетели туда, где можно просто, по сути, лежать, загорать и ничего такого активного не делать. Например, смотреть архитектурные сооружения или еще что-то. Например, я ни разу не отдыхала в Турции, поэтому мне даже не с чем сравнить. Я буду скучать по этому теплу, по этому воздуху, но в то же время я очень сильно скучаю уже по своему дому, по своей работе, по всем вот этим делам,
которые наполняют мой каждый день. Хоть они и, казалось бы, такие рутинные, но они мне приносят огромное удовольствие, которое, возможно, даже не переплюнет отпуск. Да, отпуск — это классно, путешествие — это супер в плане того, что обновляются наши эмоции, картинка меняется, впечатления новые. Но, как мне сказали местные, которые живут в этом, казалось бы, райском месте, они говорят, что как круто в России, там холодно, потому что здесь круглый год 30 градусов, то есть круглый год практически одинаковая погода. И также они говорят, что это, конечно же, вредно для кожи, что очень много солнца. И это в очередной раз напомнило мне о том, что нужно ценить то, что есть у тебя, находить в этом плюсы, находить в этом прекрасное. Потому что даже в том самом прекрасном, которое вроде бы от тебя далеко, куда ты очень сильно хочешь попасть, могут оказаться такие же минусы. Итак, я немного отвлеклась. Еще хочу сказать, что мы выбрали для себя пляжную виллу. Вот я сейчас смотрю на наш домик. Также есть водные виллы, которые находятся за мной. И когда мы начали изучать информацию о Мальдивах, я замечала, что многие стремятся именно на водные виллы. Это кажется более необычным, экзотическим. Но у меня была мечта с детства проснуться, вот так вот открыть шторы, передо мной песочек, и я сразу же, как только просыпаюсь, бегу по этому песку и окунаюсь в море или в океан. И отчасти поэтому мы решили выбрать именно виллу, которая находится на пляже. Но я думаю, что если представится такая возможность, и мы вновь окажемся здесь, то я с удовольствием попробую и такой формат виллы. И я уже заметила огромный плюс таких вилл — это то, что там гораздо меньше насекомых. То есть туда не лазят муравьишки, возможно, кто-то еще, но вот в нашем номере я заметила только муравьи могут пробираться, если мы не закрываем дверь. Также я читала, что там гораздо меньше комаров, но на самом деле у нас тоже нет комаров, такое ощущение, что здесь вообще нет комаров. И еще два момента, что в этих виллах ты гораздо сильнее слышишь шум волн. Опять-таки стоит смотреть, кому-то нравится под них засыпать, кто-то не может уснуть под такой шум. И также ты можешь открыть дверь и сразу же спуститься в океан. Смотреть, например, на рыбок, которых здесь очень хорошо видно, потому что вода прозрачная. Мы здесь видели уже и акул, и скатов. Если что, акулы здесь все безопасные. Их, по-моему, местные называют акулы-няни. Они такие коричневые, миленькие. Чем-то мне напомнили даже дельфинов по такой плавности. А если говорить про дельфинов, это моя отдельная любовь. Мне так понравилось. Мне понравилось их искать. Мне понравилось в целом ловить с ними связь, потому что когда мы плыли, они будто плыли вместе с нами. То есть это такие общительные животные. Конечно, их можно увидеть в дельфинарии, но мне кажется, это не то, потому что здесь они дикие, здесь они в своей природной среде, и ты будто бы вот в этой природной среде пытаешься поймать с ними контакт, рассмотреть. Но так как это наш первый опыт такой поездки, мы, например, не ныряли, как это называется, с аквалангом, по-моему, потому что нырять еще нужно научиться, нужно привыкнуть к воде. У Лёши нырять уже получается, у меня покажется сложно. Также мы здесь познакомились с ребятами из Германии. Молодой человек говорит по-русски, потому что он раньше здесь жил. Так вот, они ныряли даже с акулами, представляете? Еще они ныряли со скатами, поэтому огромные возможности здесь открываются для подводного мира, когда у тебя проходит вот этот вот страх, что ли, плюс ты нарабатываешь опыт, ты хорошо плаваешь, чувствуешь себя в воде. Я теперь так задумалась, что да, все-таки второй раз стоит приехать, чтобы еще больше погрузиться в этот мир и в этот подводный мир. Мы сейчас уже собираемся на ужин, и я надеюсь, мне удалось передать атмосферу нашего путешествия. И еще я хочу привезти с собой открытку из Мальдив и отправить кому-то из вас. Возможно, даже несколько открыток. Мы сейчас после ужина зайдем в магазинчик за сувенирами. Поэтому, чтобы получить открытку из Мальдив, пишите любой комментарий внизу под видео, ставьте лайк на видео и будьте подписаны на мой канал. Ну а я с вами прощаюсь, и прощаюсь впервые в Мальдивах. До новых встреч. Пока-пока. Listening to the things I say.